Привет, дорогие друзья! Я вас приветствую в это утро, в воскресенье. Я хочу вам представить нашего брата Кена. You can introduce yourself. Your name. Ken McMillan. Его зовут Кен Макмиллан. Yeah, and I was born in Congo and grew up in Canada, United States, and Congo. Он родился в Конго, когда его отец был миссионером там, и вырос в Конго. Ему было до 17 лет рос в Конго, потом он жил в Америке и в Канаде. Okay, and then by being born in Congo, I grew up in the culture of Congo, but then we were also subject to the risks or the civil wars that have plagued Congo for many years. So, yeah, this was many years ago. Это было много лет назад. Его отец, я немножко добавлю, потому что до этого мы разговаривали, его отец был миссионером. Your father was missionary since 1944, my father went out and married my mother out there in Congo. And его then, отец был миссионером с 44 года до 64 в прошлом году. И вот в этот период родился Кен там, в Конго, и он 17 лет прожил там. And tell me about your father, what happens with Yes, him. I admired my father very much. I actually had 5 younger brothers too, so we grew up loving the Congolese, loving the jungle, and loving our father and mother. Да, мы выросли в семье, где нас было 6, помимо него, all of your siblings boys, yes? У него, помимо него было еще 5 братьев, и все они выросли в Конго, выросли в джунглях, и у них были родители, любящие родители, которые, в такой любящей атмосфере они выросли. Yeah. And I was the oldest, so I felt responsible for my brothers too, and it was good. We had a nice life there. Да, это была хорошая жизнь. Я был старший среди всех братьев и был более ответственный. У нас хорошая жизнь была там. But then in 1964, a rebel army called Simbas, it's the Swahili word for lion, inspired by communists from Russia, China, they tried to take over Congo, and we were held as hostages. Да, и там была одна группировка, название вроде Симбас. Это были шпионы, коммунистические шпионы, которые пытались захватить власть в Конго и нападали в 1964 году. Yeah. So they put us under house arrest because I was 17 and my brothers were younger. Women and children were kept in one house. The men were sometimes in prison, sometimes in hotels, sometimes in houses. То есть им пришлось скрываться от них, и разделили женщин и детей, иногда в отелях, иногда в каких-то других местах. But finally, after 3.5 months, Americans and Belgians decided to make a rescue of 1,000 plus white people. Но через 3,5 месяца, в конце концов, американцы нас вывезли оттуда, эвакуировали. How many? 1,000 something? There were well over 1,000. Да, где-то около 1000 человек. Но я хочу с вами поделиться. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вы нас слышите хорошо, потому что мы находимся в церкви, и там немножко шум на фоне. И это раз. Я хочу поделиться, чтобы он рассказал, как он потерял отца в Конго. You were 17 when you lost your father, yes? Right. So on that last day, the planes flew over, the paratroopers dropped on the town 5 miles away, and then the rebel Simba soldiers came, just a few of them, 4 of them, and 2 of them had guns, and they just lined us up and then took us inside the house, shot the women and children, and then shot the 2 men outside. В конце концов, вот эти шпионы, они там приземлились, спрыгнули с парашютов недалеко от этой местности, и потом они, напали на них, отделили мужчин и женщин, в смысле мужчин завели внутрь, 2 men, yes? Завели внутрь, один из них был отец, а женщинам и детям разрешили выйти на улицу, но женщины все равно, он до этого рассказывал, что видели через окно, and then... Yeah, and so none of the women or children were killed,
but I got a bullet. I was shot. And then we heard shots outside, and the two men were shot at. One died. Да. Но он был ранен, дети и женщины никого не тронули, но также они слышали, что были выстрелы внутри, несколько выстрелов было, и его отца, и второго мужчину, в конце концов, там убили. And the man that died was my father. Да, и тот мужчина, в общем, мужчина умер, и отец. So when the rescue was made, then soldiers fought their way out to where we were in the jungle, brought us back into town, left my father's body on the bed where we had brought it in from the outside, and then we were evacuated to the capital city, Kinshasa. В общем, вытащили тело отца, и солдаты приехали, эвакуировали их, забрали с той местности. I was operated on, but they could not remove the bullet. Many others died in the massacres in town in Stanleyville, which was now Kisangani. But whoever was rescued then had a chance to live, and I survived. Yeah. Но он выжил после ранения. Do you still have it? I still have the bullet. Yeah, it's in. До сих пор in в the нем pelvic. есть эта пуля. То есть пулю не смогли вытащить, она в нем так и осталась. Yeah. And then you return to States. Yes. После этого они приехали в Америку. And how many years you have been here then? 17 years in the United States. 15 of those years I was training in medical as a doctor in Bible school and surgery. И он там где-то 17 лет потом жил здесь, в Америке. Он получил образование врача и также в библейской школе учился. And then I went to Congo. И потом он вернулся в Конго опять миссионером к тому народу, в ту местность, где убили отца. Yeah. I felt that God had saved me in order to have me serve. So I was a survivor, but I didn't know why until I asked God, and He said He wanted to be my father, and He wanted to guide me in a very different path. So we went back to serve Congolese in medical work. Да, и он не ожесточился, несмотря на то, что его отец умер, ему было 17 лет. Он спрашивал Бога, для чего я выжил. И Бог ему сказал, survives to serve, yes? Survive to serve. Как бы выжил, чтобы служить. И он приготовил его, как бы снарядил, обучился он здесь на врача, получил плюс библейское образование и вернулся в ту страну, где был убит его отец. Yeah. And the verse that inspired me as a 20-year-old to 30 years during my training was Mark 10:45, where Jesus Марка 10:45. The Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life. Это Марка 10:45, где написано, что Сын Человеческий пришел не чтобы Ему служили, а чтобы послужить. Это было стихом, который вдохновил меня на это служение. So after 15 good years serving in Congo in medicine, I met my wife when I first arrived back in Congo in 1983, and then we got married, and she came and served with me for 15 years in Congo. Там он встретил свою жену, Дженни, она мой молитвенный партнер, я ее знаю, наверное, лет 6, и очень женщина, любящая Бога. She's very godly woman, and she was a missionary there too. She was. Она была миссионеркой тоже в Конго, и он ее там встретил, они поженились, и вместе еще 15 лет прослужили там в Конго. It was a very good 15 years. I was the only doctor for 5 hospitals. И был он единственный доктор на 5 госпиталей, и это было 15 лет жизни и служения там. Doing surgical safaris in those places. Да, он делал операции там. And then with Jenny, my wife, we created a nursing school. We started a nursing school. Да, и также они организовали там школу для медсестер, обучали этому. But in God's timing, another civil war broke out in 1996. И в 96-м там опять случилась война, и им пришлось опять уехать.
So we came back to the United States. We tried to get back to Congo, but God kept telling us, stay here and we have a Okay. work for you. Окей. И они пытались вновь и вновь вернуться в Конго, но Бог задержал их здесь, в Штатах, и сказал, вы должны быть тут, у меня есть служение для вас здесь. So then I met a Native American man, American Indian. He was a Christian, and he wanted me to help him work with homeless people. И он встретил человека, Native American, это индейцы, которые местные, коренные американцы, он встретил его, он был христианин, и как бы они начали служение для них. So together we started a clinic, a little medical clinic in South Minneapolis for homeless people, mostly Native Americans. И вместе с ним мы открыли клинику для бомжей, для бездомных людей, для homeless, на юге Миннеаполиса. И многие из них в основном были это коренные американцы, то есть индейцы. When I told them my story, they said, you are just the kind of person we need because we have been traumatized as well, we Native Americans. Да, и эти индейцы сказали, что вот именно такой человек нам и нужен, потому что мы тоже точно так, как ты, травмированы, то есть ты нас понимаешь. My wife joined me as well in helping them. We were serving them medically for till now. It's like 20 years. Да, и уже лет 20 мы служим там, и моя жена помогает мне. И если вы посмотрите историю, которой я делилась насчет Терезы, видео до этого, послушайте, это бывшая проститутка, которая жила под мостом, почти в 50 лет уверовала, которая была зависима от алкоголя, от наркомании. Иисус спас ее, и Господь через Кена привел ее в нашу церковь. И она сейчас всего лишь несколько лет верующая и уже построила, ну как, не она, конечно, вместе с братьями и сестрами, Бог использовал ее, и сейчас она служит, открывается дом молитвы, I'm telling about tears, в Южной Дакоте, то есть среди Native American, среди индейцев. И вот представьте себе, сестры, Бог использует женщину, бывшую проститутку, бывшую наркоманку, алкоголичку, которая умирала под мостом. Он ее оживил, поднял, поставил, и сейчас она открыла дом молитвы в Южной Дакоте. Что делаем мы, здоровые, и так далее. И вот это тоже часть служения Кена, они ее привели к нам. И yes, and tell it. Okay, and so I met Teresa when I was working in that clinic down in Minneapolis, and she was studying her Bible. Да, я встретил Терезу, когда она была, ну, в общем, встретил ее, она изучала Библию, где-то видел, как я читала Библию, потому что она еще в тюрьме начала читать. So we started having Bible studies, and I continued serving, but Teresa went back to her reservation, but we're still having Bible studies. Да, и начали изучать Библию вместе с ней, and also she was in prayer room with us many years. И она была, вот Тереза была с нами в молитвенной группе. Каждое воскресенье очень рано мы приходим и молимся. У нас есть комната здесь до служений за всех служителей, и вообще за все нужды, за всех миссионеров. So the whole point is God uses traumatized people to bless traumatized people. Да, и поэтому Бог, он как бы весь смысл его послания в том, что Бог использует травмированных людей для того, чтобы помогать травмированным людям. И вот Кен один из них. Он мог бы, знаете, ожесточиться и жалеть себя, и говорить, какой он несчастный, мой отец был убит, мне было всего лишь 17. Но Господь использовал его ситуацию для того, чтобы служить к Богу. И поэтому, дорогие друзья, все, кто слушает меня, вашу сложную ситуацию, безнадежную ситуацию Бог хочет использовать, чтобы, во-первых, исцелить вас, укрепить вас, снарядить, и чтобы вы помогали другим таким же, которые проходят это. Поэтому не закрывайтесь в своих проблемах, вставайте, отряхайтесь, идите и служите. Okay, thank you so much for sharing your story. Yeah, thank you. Psalm 107:20 says that God sent His word, He healed them, and He delivered them from their destruction. That's what's happening. Psalm what? Thank you. What psalm? 107:20. 107 псалом, 20 стих. Ну, у нас это, наверное, 106 псалом, 20 стих. Прочтите, это то, что он оттуда прочел. Или я внизу напишу комментарий. Поделитесь этим видео, вдохновляйтесь на служение. Пусть Бог благословит вас. And God bless you too. Thank you, Arnara. You are a blessing too. Thank you. Bye-bye.